Теперь временно отложим вязание и займемся оформлением мордочки. Нужно набить щечки и ротик наполнителем. Ротик сильно не напихивайте, чтобы его не раздувать. И мордочку тоже наполняем. У меня это синтепон. Заполняем наполнителем. До каменного состояния не нужно, чтобы складки сильно раздувались, нам ни к чему. Нам надо сделать сейчас просто небольшую утяжку, поэтому, чтобы через наполнитель притянуть вот эту вот складочку и глазки немножко. Поэтому наполнять не очень туго, даже слабенько, я бы сказала. В длинную иглу набираем ниточку. У меня это та же самая нитка, из которой я вяжу. В открытое отверстие пропускаем иглу. Нам нужно вот эту складку вот так вот немножечко подшить. Вполне хватает подшить только вот по этим петлям, здесь их 4. Значит, нам нужно пропустить вот сюда, вот в этот ряд. Вот так. Вытягиваю иглу, нитку оставляю, какую-то часть оставляю. Прям вот через открытое отверстие. Вот эту складочку подтаскиваю, распрямляю, смотрю, где петля, чтобы ровненько мне было прихватить. Но здесь надо зафиксировать, иначе она у нас убежит. Я просто вот так сделаю сейчас здесь узелочек. Вот так вот. И смотрю. Если оно будет так, вот в эту петлю прихватываю, здесь от мордочки, прихватываю от складочки. Просто надо прошить пару вот каких-то стежков. Вот все, этого достаточно. Отправляю иглу назад откуда пришла. Чуть-чуть подтаскиваю. И на 2 узла завязываю. Вот. Складочка наша на месте. Теперь нужно связать белки глаз. В кольцо амигуруми 6 столбиков. Затягиваем в колечко. Хвост на себя, потому что я буду вязать наизнанку. Наизнанку меньше рельефа, поэтому я так буду делать глазки. Второй ряд. Делаем 6 прибавок, в каждую петлю провязываем по 2 столбика. В кругу 12 петель. Третий ряд вяжем столбик прибавка, повторяем 6 раз. В кругу 18 петель и нужно провязать 2 ряда по 18 петель. 4 и 5 вяжем без изменений. 6 ряд, столбик убавка, повторить 6 раз. Нужно теперь заполнить наполнителем не туго,
Ну, мне нравится не туго, вы сами, конечно, смотрите, как вам понравится. Я это делаю вот так вот. Вот у меня такая лепешечка, мягкая достаточно. То есть просто, чтобы держала форму, туго не набиваю. 7-й ряд. Делаем 6 убавок. Все петли провязываем по 2 вместе. А теперь через петлю, так, соединительный столбик 1, через петлю соединительный столбик 2. Этого достаточно, потому что это будет крепиться к глазнице. Оставляю ниточку для пришивания. Теперь беру морду. Вот у меня глазнички. И мне в них надо уложить вот эти белки. Но сначала я сделаю так. Я иглой ту нитку, которая у меня осталась сейчас, вот заправлю в иглу. И сначала я прошью, чтобы мне он не расходился и был такой плоский. Просто как попало. Выведу снова вот на изнаночную сторону. Теперь вставляю в глазок. Вот так вот он у меня будет. Значит, я сначала сейчас прокалываю. Тоже вывожу сюда иглу. Заправляю глазик. Вот. Можно сделать белки поменьше. Если бы у меня была нитка такого же размера, вот, наверное, выглядела бы поаккуратнее. Но, в принципе, мне нравятся мопсы такие, когда они таращат глазки. Поэтому пусть будет так. Вот. И прошью. Туда-сюда. Чтобы он у меня не вываливался. Ну и пришиваю я тоже, вам скажу, не сильно. Если немножко будет белок отходить, ну и пусть. Может, вам захочется вообще без белков. Просто вставить сюда глазик, если он у вас большой и красивый. Теперь здесь делаю узелок. Сюда у меня будет зрачок крепиться большой, поэтому все скроется. Вот. Такой белочек. То же самое со вторым глазком надо сделать. Теперь нужно немножко подтянуть носик вот этот. Вот так, чтобы он был сюда. Темной ниточкой. По тому же самому принципу вкалываем сюда. Выводим. Вот, допустим, где складка. 1, 2, 3. Пусть это будет 4-й ряд. Вот так. Посерединке. 1, 2, 3. Между 3-м и 4-м рядом. Вот так. Также оставляю позади работы ниточку, чтобы это связать кончики. На ряд ниже прокалываю. Вывожу, откуда пришла. И подтягиваю. В этом месте у меня будет крепиться носик, поэтому пусть будет углубление небольшое. Вот. Сильно не затягиваю, достаточно маленькой какой-то впадинки. И на 2 узла. На этом
Манипуляции с головой у нас закончены. Будем продолжать вязание. Продолжаем вязать 52 ряд, 33 столбика. Убавка. 4 столбика убавка, повторить 4 раза. 10 столбиков. Убавка 4 столбика, повторить 4 раза. Убавка. И 5 столбиков до конца ряда. 53 ряд, нужно провязать 33 столбика вместе с задними полупетлями. 33. Два столбика. Кто не хочет вязывать, а будет пришивать лапки, отмечайте это место маркером. Мы сейчас будем ввязывать переднюю лапку в тело. Передняя лапка, вот она у меня. Отверстие с правой стороны, не перепутайте. Мы ее будем ввязывать сейчас в тело. Здесь у нас по лапе 24 столбика, и нам надо провязать 12 столбиков. Прикладываем лапу вот так. Чтобы вот этот локоток вот был виден на себя. Это вот у меня петля на крючке. Вот хвостик, где у меня заканчивался ряд. Я ввожу от хвостика во вторую петлю. Во вторую. И мне нужно провязать вместе с телом 12 столбиков. Провязываю. Раз. Первая от хвостика петля. 2. Теперь уже будет за хвостиком с левой стороны. В провязанную, смотрите, уже не вяжите. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Мы вязали одну часть лапы. Дальше продолжаем вязание. 6 столбиков, 2 убавки, 1, 2 вместе, 2, 2 вместе, 4 столбика, 2 убавки, 1, 2 вместе, 2, 2 вместе, 6 столбиков. Берем следующую лапу. Опять же, кто не будет ввязывать, а будет пришивать, отмечайте. Отмечайте это место и просто провязывайте 12 столбиков. Нам нужно отметить вот от хвостика слева 10-ю петлю.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот она, 10-я. Я ее сейчас отмечу цветной ниткой. Мы начнем вязание с нее. Опять прикладываем вот таким вот образом локоточек. Вот он. Надеваем петлю. И начиная с этой отмеченной петли, вот я вставляю в нее крючок, ее я убираю. Нужно провязать следующие 12 петель лапы вместе с телом. Провязываем. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 у нас уже будут за хвостиком с левой стороны. Одиннадцатая петля и 12-я. Ввязали 2 столбика, раз, два, и следующие 5 петель провязываем задними вот этими вот петельчиками. Пятьдесят четвертый ряд, 35 столбиков. Следующие 12 петель нужно провязать по лапе. Но вот у меня петля 35, вот она где, а от лапы аж вот она где. И если я сейчас начну так провязывать, у меня здесь будет дырка. Поэтому я прихвачу провязанную уже петлю, даже, пожалуй, не эту, а вот даже из протяжки, вот так прихвачу. И прихвачу от лапы первую петлю. Мне нужно провязать 12 по лапе, и вот у меня первая из 12 будет вот такая, вместе с протяжкой провязанная. Вот так. Тогда будет аккуратнее, не будет большой дырки. Одну провязала и еще 11 по лапе. Продолжаем вязание теперь по телу. 5 столбиков. Убавка. 6 столбиков. Убавка. 5 столбиков. Снова нужно провязать по лапе 12 столбиков. Точно так же я поступлю. Сначала я наберу из протяжки, потом вот в первую из 12 петель. Провязала вместе их. И значит по лапе продолжаю 11 столбиков. До конца ряда надо провязать 7 столбиков. Точно так же опять я из протяжки наберу и седьмую. И вместе провяжу их. И еще 6 столбиков до конца ряда. Ну вот мы теперь крепенько вязали передние лапки. 55 ряд. 4 столбика убавка, повторить 4 раза. 7 столбиков.
3 убавки. Раз, 2 вместе. 2, 2 вместе. 3, 2 вместе. Что-то вот как-то дырки получается. Наверное, сделаю убавку. Крайнюю убавку сделаю только за передние полупетли. Что здесь тугое вязание. Вот так вот аккуратнее будет. 7 столбиков. 2 убавки. Раз, 2 вместе. 2, 2 вместе. 16 столбиков. 2 убавки. Раз, 2 вместе. 2, 2 вместе. 7 столбиков. 3 убавки. Снова буду убавки делать только за передние полупетли. Раз, 2 вместе. 2, 2 вместе. И 3, 2 вместе. До конца ряда 3 столбика. 56 ряд, 28 столбиков. 2 убавки. Раз, 2 вместе. 2, 2 вместе. 30 столбиков. 2 убавки. Раз, 2 вместе. 2, 2 вместе. И до конца ряда 4 столбика. 57 ряд, 24 столбика только за передние полупетли. 24. И до конца ряда уже за обе полупетли 42 столбика. В ряду сейчас у нас 66 петель. И нужно провязать 4 ряда с 58 по 61 без изменений по 66 столбиков по кругу. 62 ряд. 24 петли нужно провязать вместе с задними полупетлями. И уже за обе полупетли 42 столбика до конца ряда. Теперь нужно провязать без изменений 15 рядов с 63 по 77 по 66 столбиков по кругу. 15 рядов. В конце 77 ряда нужно сделать 3 петли смещения. И перекинуть маркер сюда. Теперь у нас новый ряд начинается с другой петли. Отсюда. 78 ряд. За передние полупетли провязываем 24 столбика. Только за передние полупетли. И до конца ряда уже за обе полупетли 42 столбика. Следующие ряды 79 и 80 вяжем по кругу без изменений по 66 столбиков. 81 ряд, 24 столбика провязать вместе с задними полупетлями. И уже за обе полупетли 42 столбика до конца ряда. 82 ряд по кругу провязываем 66 столбиков. 83 ряд 5 столбиков.
14 столбиков только за передние полупетли. И до конца ряда уже за обе полупетли 47 столбиков. 84 ряд, по кругу вяжем 66 столбиков. 85 ряд, 22 столбика. Теперь будем ввязывать заднюю лапку. Берем лапку, отверстие справа у которой. Вот так прикладываем. И будем вот эти вот две части связывать вместе. Заводим крючок во вторую петлю справа от хвостика с внутренней стороны. Вот она у меня. И следующую петлю здесь нам нужно провязать 14 столбиков. Раз. Теперь в первую петлю справа от хвостика. 2. Теперь петля слева от хвостика получается. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поворачиваем лапочку. 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Мы провязали вместе с ножкой 14 петель. Продолжаем дальше вязание уже по телу. 18 столбиков. Берем четвертую лапку, найдем петлю, с которой мы будем вместе, первую петлю, с которой мы будем вместе вязывать. От хвостика отсчитываем 13 петель, находим 13 от хвостика в правую сторону, провязанную не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, вот она 13. Я ее сейчас обозначу цветной ниткой. Вот она. Лапа будет крепиться вот так. Нужно провязать вместе 14 столбиков. Начинать с той петли, которую мы обозначили. Ввожу в нее крючок. И следующая петля рабочая по телу. Провязываем 14 столбиков. Дальше провязываем по телу 3 столбика и ставим маркер сюда. Теперь новый ряд будет начинаться отсюда. 86 ряд. 14 столбиков вместе с задними полупетлями. 3 столбика, 14 столбиков по лапе. И так же, как вот
С передними лапами я тоже буду брать из протяжки дополнительную петлю, чтобы сократить здесь расстояние. Раз, два, три и еще 11 петель по лапе. 18 столбиков между лап по полотну. 14 столбиков по лапе и 3 столбика до конца ряда. 87 ряд вяжем 9 столбиков убавка, повторить 6 раз. Сейчас будем вязать все время на убавлении, работа скоро заканчивается, отверстие становится все меньше, поэтому на данном этапе будет проще заполнить наполнителем все наши детальки. Лапки наполняем, туловище. И уже дальше будем наполнять по мере вязания, дополнять. 88 ряд, 26 столбиков. 3 убавки. Убавки я буду делать только за передние полупетли. Так, аккуратнее. Раз, убавка. 2 убавка. Это же работа большая, неудобно ее крутить перед камерой. 3 убавка. 12 столбиков. 3 убавки. Раз, 2 вместе. 2, 2 вместе. 3, 2 вместе. И до конца ряда 10 столбиков. 89 ряд, 7 столбиков убавка, повторить 6 раз. 90 ряд, просто провязываем по кругу 48 столбиков. 91 ряд, 19 столбиков. 3 убавки. 12 столбиков. 3 убавки. До конца ряда 5 столбиков. 92 ряд, просто провязываем по кругу 42 столбика. 93 ряд, 5 столбиков убавка, повторить 6 раз. 94 ряд, 4 столбика убавка, повторить 6 раз. 95 ряд, 3 столбика убавка, повторить 6 раз. 96 ряд, 2 столбика убавка, повторить 6 раз. 97 ряд, столбик убавка, повторить 6 раз. В 98 ряду надо сделать 6 убавок. Можно провязать по 2 петли вместе, а можно петлю одну пропустить и вязать во вторую. Допустим, вот первую пропускаем петлю, вяжем во вторую. Получится те же самые убавки. Одну пропускаем, через петлю вяжем. Снова одну пропускаем и в следующую. Одну пропускаем и
в следующую петлю. И снова одну пропустили и в следующую. Вот так. Теперь вытаскиваем ниточку, ее обрезаем, маркировочную уберу. И за передние полупетли тоже через одну петлю стянуть отверстие. И спрятать где-то там внутри тела. Вот такой собак у нас получился. Пока еще безухий, бесхвостый, но уже вполне узнаваемый по телу, такой жирульничек. Хвостик вяжется светлой пряжей поворотными рядами. Набираем 17 воздушных петель. Со второй от крючка в обратную сторону вяжем 16 столбиков. Воздушная петля, поворот, второй ряд, первый наборный я не считала, сейчас один провязала, второй ряд, 16 прибавок. В каждую из 16 петель надо провязать по 2 столбика. Воздушная петля, поворот, третий ряд, 32 столбика. Воздушная петля, поворот, четвертый ряд, 25 столбиков. Воздушная петля, поворот, пятый ряд, 25 столбиков. Воздушная петля, поворот, шестой ряд, 8 столбиков. Воздушная петля, поворот, седьмой ряд, 8 столбиков. Воздушная петля, поворот, восьмой ряд, 32 столбика. Провязываем 8. Теперь вяжем по вот этому ряду. Вот сюда никуда не вяжем. То есть вяжем прям по рабочим петлям, по открытым. 8 провязала, здесь то же самое также. Вот петля и вот следующая петля. Вот петля от этого ряда и вот она следующая петля. Между ними мы никуда не вяжем. Вот так. 32. Воздушная петля, поворот, девятый ряд, 32 столбика. Воздушная петля, поворот, десятый ряд, 16 убавок. Каждый раз провязать по 2 петли вместе. Получился вот такой полубублик. Теперь нам нужно сложить пополам. Вот у нас что получилось. Складываем пополам. И крайний ряд соединяем с первым при помощи соединительных столбиков. Мы набирали 17, то есть рабочие у нас были 16 петель. И здесь у нас было 16 убавок, то есть тоже 16 петель. Соединительными столбиками нужно эти две части как бы сшить между собой. 16 соединительных столбиков получается. Оставляем ниточку для пришивания хвостика. Этот хвост нужно заправить вовнутрь, который у нас был при наборе остался. И не сильно хвост набить. Заполнить, придавая ему более округлую форму. Кончик, вот я его здесь не сшивала, но он и не разойдется. Он так и будет такой вот закругленный. И до конца я, наверное, тоже наполнять не буду. Потому что он сейчас, мы его подошьем, и он туда вот так завернется к телу.
Не сильно набить, вот здесь вот у основания хвостика чуть-чуть побольше заполнить. Вот такой крючок. Такой хвостик у нас готов. Ушки вяжутся поворотными рядами. Вяжутся две одинаковые детали, темная и светлая. Потом между собой светлая внутри, темной пряжей связывается, обвязываются. Получаются вот такие вот ушки. То есть нам нужно связать сначала светлую деталь. 5 воздушных петель. Первый ряд. Во вторую от крючка вяжем прибавка. 3 столбика. Воздушная петля, поворот. Второй ряд. 4 столбика. В крайнюю петлю делаем прибавку. Раз, два, в одну петлю. Воздушная петля, поворот. Третий ряд. Прибавка. Раз, два, в одну петлю. 5 столбиков. Воздушная петля, поворот. Четвертый ряд. 6 столбиков. В крайнюю петлю делаем прибавку. Воздушная петля, поворот. Пятый ряд, прибавка. 7 столбиков. Воздушная петля, поворот. Шестой ряд, 8 столбиков. Прибавка. Воздушная петля, поворот. Седьмой ряд, прибавка. 9 столбиков. Воздушная петля, поворот. Восьмой ряд, 10 столбиков. Прибавка. Воздушная петля, поворот. Девятый ряд, прибавка. 11 столбиков. Воздушная петля, поворот. Десятый ряд, 12 столбиков. Прибавка. Воздушная петля, поворот. 11 ряд, прибавка. 13 столбиков. Воздушная петля, поворот. 12 ряд, 14 столбиков. Прибавка. Воздушная петля, поворот. 13 ряд, прибавка. 15 столбиков. Воздушная петля, поворот. 14 ряд, 16 столбиков. Воздушная петля, поворот. 15 ряд, 16 столбиков. Воздушная петля, поворот. 16 ряд, 15 столбиков. Делаем воздушную фиксирующую петельку и ниточку обрезаем под корень. Помните, мы не режем, чтобы потом нигде у нас не выскочило. И нужно связать еще одну такую темную деталь, но уже нить не обрезаем, а будем связывать их вместе. Обе части у меня связаны. И теперь смотрите, вот это вот ушко вот так прикладывала. И темной пряжей обвязывала отсюда сюда по кругу. Вот она у меня ниточка здесь оказалась. Вот так.
обвязывалось ушко. Это ушко будет обвязываться по-другому. Вот так. Ниточка у меня слева находится. Прикладываю это ушко, светленькая часть. И сначала обвязывается по низу, а потом вот так идет вверх. И здесь ниточка остается. Для того, чтобы у нас косичка была с лицевой стороны. Если это ушко в одну сторону мы обвязывали, здесь мы переворачиваем. И сначала мы вяжем в ту же самую сторону, получается. Только вот надо сначала провязать основание. В крайних петлях делаем прибавки, чтобы не стягивала работа. Здесь прибавка и здесь прибавка. Складываем ушко и обвязываем. Чтобы было удобнее, сначала сделаю воздушную петлю, складываю пополам, вот эти хвостики все вовнутрь заправляю по ходу обвязки и связываю из петли в петлю сначала основание ушка. До угла довязала, в эту же самую петлю еще одну, вот я делаю прибавку. И теперь уже вот буду связывать между рядами. Ну, здесь очевидно, если вы такую тяжелую работу связали со мной, то ушки это так, семечки. И оставляем ниточку тоже для пришивания. Ушки готовы. Один мопсик у меня уже есть, поэтому из этой собачки я буду делать французского бульдожку. В чем будет разница? Глазки я возьму меньшего размера, приклею их поближе вот сюда, вот так к мордочке, чтобы побольше белка оставалось по бокам. И положение ушек будет другое. Ушки те же самые, все детали те же самые, просто немножечко изменю положение ушей и вот глазок. Посмотрим, что получится. Ушки для мопсика я пришила, начиная вот по бокам складочки. Вот эти вот складки у нас, вот они, ушко. Начинается здесь, слегка идет закругление. И дальше по вот этой дуге, где у нас поворотные ряды пришито. Вот видите? И чтобы они не раскрывались, можно стежками вот здесь еще вот так прихватить. И ушки будут в таком вот положении, и они уже не будут распрямляться. Ну, в принципе, что я сейчас и сделаю. Темной ниточкой под тон просто прихвачу вот так туда-назад. Даже узлов делать не буду. И там где-то внутри ушка спрячу эту ниточку. Вот так треугольничком и будет держаться. И второе ушко также сделаю. А вот для бульдожки вот это расстояние меньше. Вот это. Ушко начинается прямо на складочке, а потом заворачивается. Вот так сюда. Если продлить, то это получается вот это вот, заканчивается ушко под вот этой складкой. Вот так. Вот видите, где ряд? Ряд один и тот же, где у меня вот начало ушка. Вот если продлить, то вот он. Здесь заворачивается. В принципе, вот в чем и различие-то. Пришиваем хвостики. Хвостик я пришила, 3 ряда отступила от складки и подшила хвост просто по кругу. Такой вот он, загогулинкой. Вот такие собачки у меня получились.
Пишите, хвалите, показывайте, что получается у вас. Кто еще до сих пор не подписался, ай-яй-яй, как вам не стыдно. Надо исправлять эту ошибку. Подписывайтесь. И до новых встреч!